Здравствуйте, дорогие наши подписчики и гости нашего канала. Сегодня поговорим о том, что новый электрифицированный концепт Lexus LF Z представляет будущее бренда электромобилей в Lexus. Lexus был одним из первых производителей гибридов, представив гибридный внедорожник RX в 2005 году и с тех пор предлагая гибридные варианты многих других моделей, как и его родительская компания Toyota. Так же, как и Toyota, Lexus, похоже, немного затягивает с электромобилями на аккумуляторах BEV. Первые усилия люксового автопроизводителя Толкс на UX 300 и даже не будут продаваться в Америке. Но впереди амбициозный поворот, о чем свидетельствует недавно представленная концепция LF Z Electrified. Он предвещает большие планы Lexus по продвижению на передний план в 2025 году, когда они обещали, что все модели Lexus будут предлагать своего рода электрификацию. Но, во-первых, этот дизайн, начнем с дизайна LF Z Electrified, который отличается. Спорная решетка шпинделя Lexus в форме песочных часов исчезла, по крайней мере, решетка решетки, но форма шпинделя все еще очень перекликается с носом концепт-кары и простирается до капота. Сторона корпуса LF Z широко использует креативные покрытия для создания множества визуальных плоскостей. Внешний вид интригующий, но его сложно не отвлечь на вид сбоку оранжереи, который резко обрывается над задним сиденьем. По крайней мере, ни у кого не будет повода жаловаться на запас высоты во втором ряду. Сзади LF Z имеет задний фонарь во всю ширину и расположение линий складок, которые напоминают нам Toyota Mirai первого поколения. Это не неприятный вид, хотя мы не можем объяснить массивный спиной плавник, который выглядит как спутниковая радиоантенна, подвергшаяся гамма-излучению в неудачном эксперименте. И хотя нам нравится, как Lexus написано на задних фарах, действительно ли Lexus планирует нанести Electrified светящимися буквами на заднюю часть своих будущих автомобилей? Это сбивает с толку, нам уже трудно отличить электрифицированные, газогибридные автомобили от чистой электрики, такой как LF Z, и такой подход выглядит довольно глупо. Однако интерьер довольно острый, не в последнюю очередь из-за того, что вместо руля у него есть коромысло. Если предположить, что LF Z Electrified какое-то время находился в разработке, он должно быть действительно жег масло Lexus, когда Tesla украл на нем свой гром. Хомут подключается к системе рулевого управления с электроприводом, которая позволяет мгновенно меняет передаточное отношение рулевого управления. Infiniti уже делает это с помощью своего адаптивного рулевого управления с прямым управлением, но Lexus стремится довести дело до другой крайности. Видео Lexus изображает водителя, ведущего машину по слалому, не поворачивая вилку колеса более чем на 90 градусов от центра. Мы также заметили упрощенную внутреннюю планировку, которая предназначена для концентрации потока информации для водителя. Нам нравится то, что находится на центральной консоли, похоже, это переключатель типа циферблата, и еще больше понравилось то, чего мы не видели, а именно тот подлый информационно-развлекательный контроллер с сенсорной панелью, который можно найти во многих моделях Lexus в последние годы. Lexus добавляет в свои автомобили более простые функции сенсорного экрана, например, 2021 LS, и если это, плюс концептуальный интерьер, звучит похоронным звонком для этой панели, никто не будет доволен больше, чем мы. Электрифицированный электрически интересно и то, что происходит под кузовом. Lexus заявляет, что в концепции LF Z используется система привода Direct 4, которая позволяет двум двигателям плавно изменять мощность каждого из четырех колес. Lexus заявляет, что между Direct 4 и системой рулевого управления с электроприводом LF Z лучше может двигаться в том направлении, в котором хочет водитель. Система рулевого управления может учитывать не только то, насколько повернута вилка рулевого механизма, но и насколько быстро, для лучшей оценки намерений водителя. Регулируя мощность на каждой оси, а также угол поворота рулевого колеса, вы получаете больше возможностей заставить автомобиль менять направление движения, требуемое водителем. Lexus заявляет, что концепт LF Z питается от литий-ионного аккумулятора емкостью 90 кВт, и он нацелен на дальность действия 600 км 373 мили в рамках оптимистичного европейского цикла испытаний. Для сравнения, Tesla Model 3 использует батарею емкостью 82 кВт.
Lexus также улучшил аэродинамику, повысил эффективность системы климат-контроля и работал над сокращением паразитных электрических потерь, чтобы увеличить запас хода автомобиля. Итак, когда мы увидим LF Z Electrified? Что ж, концепция, похоже, не является предзнаменованием конкретной модели, а скорее является языком дизайна и технологической дорожной картой для будущих автомобилей Lexus. Как далеко в будущем? Lexus не будет указывать конкретную дату, но заявил, что к 2025 году мы должны увидеть и стиль, и технологии, присутствующие в LF Z Electrified в серийных моделях. Надеюсь, они не скажут Electrified большими светящимися буквами на своих крышке багажника. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить интересные новости от мировых автопроизводителей.